Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такую красивую шапочку. Вязать я буду на объем головы 50-52 сантиметра. Шапочка выходит очень классная, красивая и мягкая. Свяжем отворот с красивым краем. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Вязать я буду из мерино биг. Здесь в составе меринос и акрил 100 метров на 100 грамм. Цвет у меня горчица номер 11. На спице номер 7 обычным способом я набираю 60 петель. Количество петель для этого узора должно быть кратно 10. Конечно, вы можете варьировать, изменяя количество изнаночных петель между столбиками со жгутами. Итак, я набрала 60 петель, плюс одну петлю набираем для замыкания вязания в круг. Следим за тем, чтобы косичка наборного ряда у нас нигде не перекручивалась, смотрела в центр круга. Петельку с левой спицы перебрасываем на правую, накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем и разворачиваем вязание. Будем вязать другую сторону. Вводим рабочую нить назад и начинаем вязание резинкой 1 на 1. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Разворачиваем мы вязание для того, чтобы отворот у нас был с красивой косичкой, а не с узелочками. Я довязываю ряд. Далее продолжаем вязать резинкой 1 на 1. Над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. И я буду вязать 18 таких рядов. Я провязала 18 рядов. Вот что у нас получается. Начало ряда там, где хвостик. Такой красивый краешек отворота у нас получается с лицевой стороны. Теперь переходим к вязанию узора. Вяжем 5 петель лицевых. 5 изнаночных. Это наш раппорт. Пять лицевых. Пять изнаночных. Повторяем так до конца ряда. Я довязываю ряд, 5 лицевых, 5 изнаночных. Можно повесить маркер. У меня это, как всегда, колечко, потому что оно всегда под рукой. Второй ряд узора. Вяжем 2 лицевые, одну петлю снимаем, 2 лицевые, 5 изнаночных. Так повторяем до конца ряда. 2 лицевые, одну петлю снимаем, 2 лицевые, 5 изнаночных. Третий ряд узора. 5 лицевых, 5 изнаночных. Так до конца ряда. 5 лицевых, 5 изнаночных. В четвертом ряду мы начинаем делать перехлёст наших жгутиков. Нам надо поменять местами первую и вторую петельку, так чтобы вторая оказалась сверху. Снимаем 2 петли, придерживая первую, возвращаем первую, затем вторую. Провязываем их лицевыми. Одну петлю снимаем и меняем местами следующие 2 петельки, так чтобы первая оказалась сверху. Вводим спицу за работой во вторую петлю, снимаем 2 петли, придерживая, и возвращаем сначала первую, потом вторую.
Также провязываем их лицевыми. И 5 изнаночных. Так повторяем до конца ряда. Меняем местами. Так, чтобы вторая петелька оказалась сверху, провязываем их лицевыми. Следующую петлю снимаем и снова меняем местами, так, чтобы первая оказалась сверху. И провязываем лицевыми. Далее 5 изнаночных. Так вяжем до конца ряда. Делаем перехлёст жгутика слева направо. Снимаем петельку и делаем перехлёст справа налево. И 5 изнаночных. Довязываем ряд до конца. Довязываю ряд, маркер. Далее повторяем узор с первого ряда. 5 лицевых, 5 изнаночных. В следующем ряду 2 лицевые, 1 снимаем, 2 лицевые, 5 изнаночных. В третьем 5 лицевых, 5 изнаночных. И в четвертом делаем перехлёст. Таким образом будем вязать на нужную нам высоту шапочки. Я довязываю 7-й перехлёст, то есть я провязала 28 рядов нашим узором. Сейчас мы будем уменьшать макушку шапочки. Довязываю 5 изнаночных. Перекидываем маркер. И здесь у меня закончился моточек. Я подвожу новый кончик нити, просто завязываю узелок, а потом спрячу кончики с изнаночной стороны шапки. Сейчас по узору у меня идут 5 лицевых, 5 изнаночных. Я провязываю 5 лицевых, 2 изнаночные, разворачиваю и провязываю их одной за переднюю стенку. 1 изнаночная и снова разворачиваю 2 изнаночные, провязываю их за переднюю стенку вместе. 5 лицевых и снова делаю такие убавки. 2 изнаночные разворачиваю, провязываю вместе, 1 изнаночная и снова 2 изнаночные разворачиваю, провязываю вместе. Так убавляем до конца ряда. Следующий ряд мы вяжем по узору без убавок. 2 лицевые, 1 снимаем, 2 лицевые, 3 изнаночные. Так до конца ряда. 2 лицевые, 1 снимаем, 2 лицевые, 3 изнаночные. В следующем ряду мы провязываем 5 лицевых,
2 изнаночные разворачиваем, провязываем вместе за переднюю стенку. 1 изнаночная. В этом ряду у нас такие убавки: 5 лицевых, 2 изнаночные разворачиваем, провязываем вместе, 1 изнаночная. Так до конца ряда. Следующий ряд у нас перехлесты жгутов. Меняем местами 2 петельки, делаем перехлест слева направо. Одну снимаем, меняем местами, делаем перехлест справа налево. Две изнаночные. Так вяжем до конца ряда. Делаем перехлест. Одну петлю снимаем, перехлест. Две изнаночные. В следующем ряду мы делаем такие убавки. 2 петельки провязываем вместе, 1 лицевая, 1 петлю снимаем, провязываем лицевой и накидываем на нее предыдущую петлю. Две изнаночные разворачиваем, провязываем 1 изнаночной за переднюю стенку. Так повторяем до конца ряда. 2 вместе за переднюю стенку, 1 лицевая, 1 снимаем, провязываем лицевую, накидываем на нее предыдущую петлю. 2 изнаночные разворачиваем, провязываем 1 за переднюю стенку. Я дошла до конца ряда. В следующем ряду мы делаем убавки таким образом. 2 лицевые провязываем вместе 1 за переднюю стенку. Следующую лицевую разворачиваем, провязываем ее вместе с изнаночной за заднюю стенку. Снова 2 лицевые за переднюю стенку. Следующую лицевую разворачиваем, провязываем с изнаночной вместе за заднюю стенку. Так до конца ряда. После этого кончик нити обрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и проводим сквозь наши петли. Затягиваем макушку и уводим ниточку на изнанку шапки. Здесь же ее сразу закрепляем и прячем кончик. Прячу я, пропуская иголочку сквозь петли вниз и вверх. Аналогичным образом прячем все хвостики. Такая красивая шапочка у нас получилась. Отправляем ее стираться. Стираю я в машинке на режиме ручной стирки. Сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Я прикрепила помпончик и бирочку. Такая красота у нас получилась. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.